Всем привет! Огромная физическая сила, мощные клыки и острые, как бритва, зубы – не единственное оружие, применяемое в животном мире. Тысячи животных используют высокотоксичные яды для нападения или защиты. В этом видео вы познакомитесь с 10 ядовитыми существами, которые с легкостью могут лишить жизни неосторожного человека. Королевская кобра. Королевская кобра – это одно из наиболее опасных и ядовитых существ на планете. Обитает в тропических лесах Индии, Пакистана, Филиппин, Индонезии. Продолжительность жизни составляет около 30 лет. Длина взрослой особи достигает 4-5 метров. Длина самого крупного из известных экземпляров составила 5 метров 71 сантиметр. Королевские кобры отлично плавают и нередко нападают в воде. Один укус этой змеи способен убить 20 человек. Проникая в кровь, яд быстро распространяется по организму. Он блокирует сокращение мышц, и пострадавший погибает от удушья, возникшего вследствие паралича дыхательной мускулатуры. Силы воздействия и объема попадающего в кровь яда хватает, чтобы вызвать смерть человека за 15 минут уже после первого полноценного укуса. Вероятность гибели в таких случаях может превышать 75%. При нападении королевская кобра способна контролировать количество выбрасываемого яда, закрывая протоки ядовитых желез посредством мышечных сокращений. Количество расходуемого яда зависит от размера жертвы и обычно почти на порядок превышает смертельную дозу. Чаще всего, пытаясь отпугнуть человека, змея делает холостые укусы, вообще не впрыскивая яд. Видимо, это связано с тем, что яд необходим кобре прежде всего для охоты, и случайные или ненужные его потери нежелательны. Бразильский странствующий паук. Бразильские странствующие пауки считаются одними из самых ядовитых в мире и с 2010 года включены в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее опасные представители своего рода. Родиной этих членистоногих являются тропические и субтропические леса Южной Америки. Бразильский странствующий паук не плетет паутину и не сидит на месте, он постоянно в движении, за что и получил свое название. Эти пауки активно нападают на жертву, а не сидят в засаде. Характерная оборонительная поза, высоко поднятые передние ноги и покачивание тельца из стороны в сторону. Из-за того, что странствующие пауки очень любят прятаться в связках с бананами, они нередко попадают на другие континенты при перевозке фруктов. За это их еще называют банановыми пауками. Яд этих пауков содержит мощный нейротоксин. В больших концентрациях он вызывает потерю контроля над мышцами с последующей остановкой дыхания, что приводит к параличу и в конечном итоге удушью. Существует эффективное противоядие от укуса этих пауков, и поэтому при оказании своевременной помощи количество смертельных случаев невелико. Лягушка-древолаз. Небольшая лягушка красивой и яркой расцветки входит в число наиболее опасных животных. Она обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Издревле индейцы смазывают ядом древолазов наконечники охотничьих и боевых стрел. Яд этих амфибий гораздо сильнее курары, и даже легкая царапина отравленным наконечником может привести к смерти. Древолазы очень маленькие лягушки, размером всего 12-25 мм. Окраска тела большинства видов очень яркая, предупреждающая об опасности. Вся кожа земноводного покрыта ядовитыми железами, выделяющими микроскопические доли яда, которых вполне достаточно, чтобы убить 10 человек. Попадание яда в организм вызывает сердечную аритмию и паралич, что в тяжелых случаях может привести к смерти человека примерно через 20 минут. Яд лягушек-древолазов – один из сильнейших ядов небелковой природы. Чтобы токсин подействовал, ему достаточно попасть в кровь через слизистую оболочку или мелкие трещинки на коже. Эффективного противоядия на данный момент не существует, поэтому лучше не прикасаться к этим симпатичным лягушкам. Бородавчатка или рыба-камень. Бородавчатка обитает в Индийском и Тихом океанах, в водах Большого барьерного рифа и Красном море. Ее можно легко встретить на популярных курортах Египта, Индии, на Филиппинах, в Австралии и Индонезии. Вырастает рыба-камень всего до 30-40 см. Эта морская хищница обитает в районе коралловых рифов и прекрасно маскируется под камни.
Находясь в засаде, бородавчатка не обращает внимания на появление человека, но если кто-то нарушит ее покой, она пускает в ход свое смертоносное оружие. Колючие лучи спинного плавника этой рыбы выпускают ядовитый токсин. Не заметив замаскировавшуюся рыбу камень, можно напороться ногой на ее короткие, но крепкие ядовитые шипы. Эти шипы легко прокалывают толстую резиновую подошву и выбрасывают в рану быстродействующий яд. Этот яд одновременно разрушает кровь, действует на мозг и нервную систему жертвы и влияет на работу сердца. Уколовшись о плавники рыбы камня, человек сначала испытывает жгучую боль в месте укола. На фоне боли очень быстро развивается травматический шок. Если яд дошел до нервных окончаний, то возможен паралич. В месте укола наблюдается отмирание тканей. При большом количестве яда может наступить летальный исход. Это в основном касается детей и людей с ослабленной иммунной системой, но и для взрослого здорового человека большая доза может стать смертельной. Примечательно, что рыба-камень популярна как аквариумная рыба. Ее мясо вполне съедобное, а некоторые гурманы находят его чрезвычайно вкусным. Мясо ядовитой рыбы едят в Японии, Китае и на Филиппинах. Синекольчатый осьминог. Этот головоногий моллюск обитает в прибрежных водах Тихого океана от Японии до Австралии. Синекольчатых осьминогов легко распознать по характерным синим и черным кольцам и желтой коже. Когда осьминог обеспокоен, раздражен или испуган, на коже проступают коричневые участки, а синие кольца приобретают более яркую окраску и переливаются. Имеет небольшой размер. Длина его туловища не превышает 4-5 см, а длина щупалец до 10 см. Красивое и своеобразное существо отличается агрессивным характером и заслужило прозвище карликового убийцы. Каждый год из-за него погибают тысячи людей. В слюнных железах этого осьминога содержится сильнейший органический яд. Его вырабатывают особые бактерии. Когда вещество попадает в кровь, оно за несколько минут парализует нервную систему. У человека останавливается дыхание, отказывает опорно-двигательный аппарат, останавливается сердце и наступает смерть. Противоядие от яда синекольчатого осьминога до сих пор не найдено. Рыба-фугу. Фугу – это маленькая рыбка, размером всего с ладонь, но это не мешает ей быть одной из самых опасных в мире. Вместо чешуи у нее тонкая эластичная кожа. Если фугу испугать, она мгновенно раздувается и принимает форму шара, утыканного острыми шипами. В таком состоянии она в 3 раза превышает свои первоначальные размеры. Смертельный яд тетрадотоксин содержится во внутренних органах рыбы, особенно в печени и яичнике, а также в меньшей степени в коже и семеннике. Однако, несмотря на свою токсичность или, возможно, именно из-за нее, фугу считается деликатесом в Японии. Только специально лицензированные повара могут готовить и продавать фугу, а потребление печени и яичников рыб запрещено. Даже небольшой дозы тетрадотоксина достаточно, чтобы убить 40 человек. Яд действует очень быстро и парализует мышцы. Это приводит к остановке дыхания и сердечной деятельности, и человек умирает от нехватки кислорода. В настоящее время к яду нет антидота, и стандартный медицинский подход при оказании помощи заключается в попытке поддержать дыхательную и кровеносную систему человека, пока действие яда не спадет. Но самое удивительное, что фугу накапливает яд, а не производит его самостоятельно. Откуда же берется смертельно опасный токсин в организме рыбы? Оказывается, все очень просто. Фугу – хищная рыба, которая охотится на самом дне океана на моллюсков, крабов и морских ежей. Некоторые обитатели морского дна являются ядовитыми, и их яд в желудке рыбы преобразуется в тетрадотоксин, который накапливается в печени, икре и молоках. Эту особенность рыбы-фугу ученые установили уже очень давно и даже проверили в лабораторных условиях, что если посадить на диету малька-фугу и вырастить его без доступа к ядовитым моллюскам, то в органах такой рыбы не будет ни грамма яда. Золотая лягушка. На территории Колумбии, Панамы и других южноамериканских стран обитает одно из самых ядовитых животных на Земле. Яркая и красивая лягушка гораздо опаснее, чем древолаз. Ее кожа также покрыта ядовитыми железами, выделяющими высокотоксичные вещества. Их концентрация настолько высока, что земноводные вообще нельзя трогать руками. В одной лягушке размером 5 см достаточно яда, чтобы убить 10 взрослых мужчин.
На протяжении поколений индейские племена использовали яд золотой ядовитой лягушки для того, чтобы метать дротики из духового пистолета, поэтому это существо также известно как золотая лягушка-стрела или золотая лягушка-дротик. Железы лягушки выделяют стероидные алкалоиды, главный из которых, батрахотоксин, легко проникает через кожу, попадает в кровь и распространяется по организму. Человек почти сразу испытывает сильнейшую аритмию, слабость, головокружение. Токсин угнетает нервную деятельность, вызывает сердечную недостаточность, паралич и быструю смерть. Как и в случае с рыбой фугу, эти лягушки от рождения не являются ядовитыми. Их высокая токсичность обусловлена потреблением насекомых, содержащих тот же токсин, поэтому в неволе лягушки теряют способность к выработке яда. Согласно Красному списку редких видов, золотые лягушки занесены в список исчезающих. Тайпан. Тайпан обитает в Австралии и на юго-востоке Новой Гвинеи. Один укус этой змеи содержит столько высокотоксичных веществ, что их хватило бы для смертельного отравления нескольких десятков человек. Средняя длина тела взрослой особи составляет 180-190 см, хотя был зафиксирован и самый огромный представитель этого вида, длина которого составила 3 метра. Ядовитые железы тайпана содержат в среднем около 120 мг яда. Этот яд оказывает преимущественно нейротоксическое и коагулопатическое действие. Люди погибают вследствие паралича дыхательной системы, от удушья, крайне мучительная, но быстрая смерть. К счастью, встречаются эти пресмыкающиеся редко, они не агрессивны и стараются избегать людей. Нападают змеи только в том случае, если не могут ускользнуть от неминуемой опасности. Тайпан очень быстр. Когда его беспокоит, он приподнимает голову, покачивает ею, а затем молниеносно бьет противника несколько раз подряд. Укус тайпана может привести к смерти за 4-12 часов, тогда как укушенный другими ядовитыми змеями человек в среднем живет около суток. Противоядие от укусов этих змей существует, но его необходимо ввести в течение получаса после укуса. Если время было упущено, спасти пострадавшего уже невозможно. Желтый скорпион. В пустынных и сухих областях Турции и Северной Африки обитает одно из самых ядовитых паукообразных на планете. Скорпион Лиурус квинкустриатус прячется под камнями и в небольших расщелинах, выслеживая подходящую добычу. В случае опасности он резко выбрасывает вперед хвост, загнутой иглой. На ее конце находится отверстие, через которое выделяется яд. Он представляет собой смесь мощнейших нейротоксинов. У ужаленного резко поднимается температура тела, немеют конечности, появляется нестерпимая жгучая боль. Если сразу не ввести противоядие, пострадавший погибнет от анафилактического шока и отека легких. Но есть у яда этих скорпионов и положительные действия. Один из компонентов яда, пептид хлоротоксин, является ключевым компонентом в лечении некоторых опухолей головного мозга человека. Кубомедуза. Эта медуза, также называемая морской осой, обитает в тропических водах Австралии и Индонезии. Купол у медуз данного вида достигает размеров баскетбольного мяча. Они бледно-голубого цвета и практически прозрачны. Последнее обстоятельство создает дополнительную опасность для пловцов из-за того, что медузу бывает чрезвычайно трудно увидеть в воде. На куполе располагается по 4 пучка из 15 щупалец. Когда медуза плывет, щупальца сокращаются, достигая длины всего 15 см, а во время охоты щупальца утончаются и вытягиваются до 3 метров. Щупальца морской осы усеяны стрекательными клетками, нематоцитами. Они содержат сильнейший среди известных ядов. Его токсичность настолько высока, что взрослый человек погибает почти сразу после ожога. Если пловец попадет в стаю морских ос, то шансов остаться в живых у него почти нет. Были зарегистрированы смертельные исходы по прошествии лишь 4 минут после контакта, что значительно быстрее, чем при укусе любой змеи, насекомого или паука. Это и послужило поводом для создания дурной славы кубомедузы, как самого смертоносного ядовитого животного в мире. Несмотря на то, что существует противоядие, своевременное лечение пострадавшего может быть довольно затруднительным. Ужаленный кубомедузой купальщик нередко получает сердечный приступ и тонет, даже не успев добраться до берега или лодки.
Однако исследования показали, что в щупальцах морской осы содержатся клетки-анализаторы, которые как бы говорят медузе, с чем соприкоснулись ее смертоносные щупальца, с живым организмом или с неживым предметом. Если анализаторы сигнализируют, что объект живой, нематоциты немедленно выстреливают яд. Если же объект не живой и не представляет интереса, то нематоциты никак не реагируют. Когда щупальца медузы касаются нейлоновой ткани, они распознают ее как неживую, и медуза не выстреливает свой страшный яд. Поэтому австралийские спасатели натягивают на себя перед заходом в воду 2 пары колготок, одни на голову, а вторые, прорезав отверстие для головы, на руки и верхнюю часть тела. Австралийские фирмы начали выпускать специальные костюмы, так называемые стингер-сьюты, из нейлона. Однако стоимость таких костюмов довольно высока по сравнению со стоимостью обычных колготок, так что популярность последних для защиты от морских ос гораздо выше. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр и заходите еще. Всего вам доброго!